Едем всего на пару сотен километров, а вещей как будто бы заряжаюсь на вахту, на месяц работы на этом грузовике. Да, как вы поняли, друзья, наконец-то в кои-то веки в России снова начинаются полноценные тест-драйвы грузовиков. Да, конечно же, чтобы полностью прочувствовать этот грузовик, нужно действительно поездить на нем, ну, как минимум недельку в условиях реальной работы. Но, друзья, у нас канал все-таки больше журналистский, и мы сейчас отправляемся, наконец-таки, на полноценный тест-драйв грузовика. И в данном случае у нас обновленная голова Renault T-High. Мы уже снимали эту машину на сочинском автодроме, но одно дело, когда ты катаешься на машине в режиме прогулки, всего там пару десятков километров, это, конечно же, не дает ощутить и понять автомобиль. В данном же случае мы сейчас по настоящим дорогой с загрузкой. У нас сейчас, как вы видите, зацеплена штора, и в ней загружено 10 тонн бетонных блоков. То есть с балластом мы сейчас поедем в каком-нибудь направлении, еще не выбрали, и прочувствуем эту машину как в дороге, так и на стоянке. В общем, не откладываем все это дело в долгий ящик. Trax TV приветствует вас. Мы начинаем. Но быстро выехать не получилось. Когда я залез проверить груз и как он закреплен, выяснилось, что на крыше полуприцепа скопился толстенный слой льда после нескольких дней обильных снегопадов, морозов и оттепелей. Да, ребят, не ленитесь, чистите машину от снега, если у вас машина долго стояла. Посмотрите, какой кусочек льда. Это один из кусочков, которые, собственно, сверху лежат на тенте. И когда машина едет в дороге, все это подпрыгивает, естественно, все это летит на дорогу. И часто летит во встречные, в попутные машины. И, в общем, вот такая штука, прилетающая на скорости 100 км в час, мало не покажется. Все, теперь поехали. Это я сейчас пересек разметку, не включив поворотника, ну, чтобы отодвинуться от отбойников, вот этих конусов, которые расставили дорожники. И смотрите, друзья, что сейчас происходит. Если посмотреть на дисплей бортового компьютера, значок со спутником, у которого расплавлены солнечные панели, солнечные батареи. Так вот, у нас в данном случае машина оснащена роботизированной коробкой передач, которая отслеживает топографию местности и подключает передачи или переходит в нейтрально-свободный выкат в зависимости от спуска или подъема. То есть машина ловит спутники GPS, понимая, где она находится, благодаря тому, что здесь уже прописаны основные трассы магистрали России, и она знает, что сейчас она подъезжает к подъему, или в данном случае мы находимся на спуске. И сейчас, вот смотрите, E+, это экономичный выкат на нейтрале. Мы сейчас на нейтралочке спокойно спускаемся. Как только машина поймет, благодаря GPS, что мы приближаемся к подъему, или машина сбрасывает скорость, она подключает передачу, как в данном случае произошло, и снова набирает скорость, установленную круиз-контролем. Fast car with the brakes off, we don't need to see that far. Yeah, I see you're a hot thing. I know I'm an option. It ain't gonna break my heart. Предыдущая ночь в дороге без сна дала о себе знать. Поэтому, проехав всего пару сотен километров, решено было встать на стоянку и, наконец-то, поспать. А рано утром снова отправиться в путь.
Да, друзья, кстати, один из следующих видосов должен был быть посвящен подержанным тягачам Renault T, что у них отваливается, что у них болит, на что смотреть при покупке. Ну а сейчас, как вы понимаете, гораздо более актуальные видосы обо всяких фавах, джаках, шакманах. В общем, Renault сейчас немножечко не в кассу. Но тем не менее, если зайти на Авто.ру в раздел сидельных тягачей, то, друзья, на самом деле грузовиков Renault T не так-то и много на продаже, потому что большинство перевозчиков затаились, сняли машины с продажи и, собственно, на них катаются сами. Но, тем не менее, на данный момент 37 машин лежит на Авто.ру, и среди них вот самая дешевая есть 2014 года, это региональная T-шка, с мотором 11 литров 2014 года выпуска. Да, кстати, на региональных T-шках предлагалось два мотора, 13-литровый и 11-литровый. Но затем 11-литровый мотор перестали предлагать на эти машины, и остался один безальтернативный двигатель DXi 13. Ну, а в целом, если посмотреть по ценам, то Renault T сейчас представлены по ценам там 6, 7, 8, 9 миллионов, в зависимости от года выпуска. Есть даже одна новенькая T-шка с светодиодными фарами, как машина на нашем обзоре. Собственно, давайте к ней и вернемся. А ссылочку на Авто.ру я традиционно, конечно же, оставляю в описании. Проходите, кликайте и попадете прямиком в раздел с тягачами Renault T. А мы продолжаем тест-драйв. Доброе утро, товарищи. Да, наверное, шумно очень. В общем, доехали мы практически до Владимира, остановились на стояночке. Сейчас разворачиваемся, едем обратно на дилерский центр. Проехали порядка 200 километров. Сейчас немножечко помоем стекла. Пришлось встать пораньше, потому что нам нужно сегодня будет посмотреть и испытать, как хорошо светят светодиодные фары на этой машине. Как уже говорил, что на грузовиках, кроме строительной линейки C и K, все новые грузовики Renault оснащаются по умолчанию светодиодными фарами. Соответственно, у нас верхняя секция — это дальний свет, две нижние секции — это у нас ближний свет, и одна секция — это противотуманка, которая теперь переехала снизу в, соответственно, основной блок фар. Так, наша задача сейчас долить незамерзайку. Значит, заливаем незамерзайку. Берем баклажечку. С утра руки-крюки, особенно с утра. Так. И пошла, и пошла. Ну, в принципе, заливать удобно. Единственное, что заливная горловина находится не со стороны обочины, а со стороны дороги. Все, погнали. Да, что интересно, смотрите, шторки по умолчанию с завода уже идут со светоотражайкой с наружной стороны. И это прям очень круто, когда, например, вы где-то стоите днем на солнцепеке, просто шторы зашторить, не нужно с собой возить вот эту фольгу, чтобы вот эта поверхность отражала солнечный свет, инфракрасное, там, ультрафиолет, что угодно, чтобы в кабине не нагревалось, чтобы кабина не превращалась в духовку. И эта штука очень крутая. Молодцы реношники, что догадались так сделать. Ну, конечно, хватает и косяков здесь, но это мы уже сейчас расцветет, и мы по кабине, по замечаниям, по каким-то крутым фишкам все это отдельно, друзья, расскажем. Да что ж такое-то? Так, все. Режим D. Потихонечку.
Оп, все, проскользили. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Losing all my focus, I can't even control it. You know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like lightning, yeah. Keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever. Обожаю красавчиков. которые паркуются прямо на самом старте. После разгона. Красавчики. Да, кстати, для таких ситуаций есть функция Eco-Off. Eco-Off – это функция отключает заложенный по умолчанию экономичный режим работы двигателя и трансмиссии и позволяет включить режим Performance, когда машина начинает выдавать всю свою прыть, весь крутящий момент. То есть в режиме Eco-Off на машине можно конкретно так пришпоривать. Ну, по большей части, конечно, в обычных условиях эта функция не требуется. Ну, дорога, как вы видите, немножко подлатана. Здесь были какие-то сумасшедшие просто кратеры, дыры. В некоторых из них было видно Аргентину. Кстати, еще зима. Весна даже не наступила, а дорога уже уплыла. Но вот здесь, кстати, вот и кроется один из главных недостатков подвески грузовиков Renault, тяжелых грузовиков Renault. Это двухподушечная задняя пневмоподвеска. То есть здесь типичные для Renault конструкции, то есть это кронштейны, передней части, полурессоры и задние концы полурессора опираются уже на пневмоподушки. То есть если по ровной дороге особой разницы какой-то ощутимой вы не увидите с обычной четырехточечной подвеской, но когда вот мы едем по таким колдобинам, когда мы едем по разбитой дороге, конечно же, здесь разница очень и очень ощутима. То есть, если мы берем родственные Volvo FH и Renault T, то Volvo FH по такой дороге едет просто на голову выше по плавности, по комфорту. Здесь мы вот так вот немножечко подпрыгиваем. Вот. Ну вот сейчас вот выехали на ровную дорогу. Редкие такие пиночки под зад мы чувствуем, когда проезжаем какие-то швы деформационные на мостах или какие-то стыки. В остальном, конечно же, по рулежке разницы вы не ощутите. Ну что, погода нас радует второй день. Мы хотели вообще поехать до Нижнего, но, посмотрев прогноз погоды, поняли, что вообще никакого смысла в этом нет, потому что погода вот такая. Ясно, солнышко. Сейчас вот опять сработала система контроля за пересечением разметки. Очень классная штука, на самом деле. Я думал, что при долгом вождении она будет напрягать. Напомню, что эта система срабатывает, когда вы пересекаете линию разметки, не включив поворотник. Изначально может показаться, что вот мы сейчас объезжаем вот это бесчисленное количество ям и выбоин, и эта система должна просто в печенках сидеть. На самом деле нет. Она работает очень корректно. Она не утомляет, что удивительно. И, кстати, очень классно звучит здесь сигнал непристегнутого ремня. То есть ощущение, как будто бы вы в самолете. Очень похожий сигнал, звучит классно. И вот по звуковому сопровождению, по звуковому дизайну я прям ставлю французам твердую пятерку. Ну, красавчики, ну, классно. Это супер. Так, ну что, пора, наверное, включать
круиз-контроль. Давайте поставим вот 79. Значит, смотрите, вот этот тумблерочек у нас меняет режимы круиз-контроля. Значит, когда мы его поворачиваем против часовой стрелки, соответственно, у нас вот в верхней части дисплея возникает надпись «Круиз» и АЦЦ, то есть активный круиз-контроль. Вот сейчас мы выставили скорость 79, но при этом мы уперлись в впереди едущий КАМАЗ. И система активного круиз-контроля поддерживает безопасную до него дистанцию. КАМАЗ будет ускоряться, мы будем ускоряться. Единственное, что здесь нет системы, которая позволяет удерживать машину в полосе самостоятельно, а в остальном можно вот просто. Машина сама притормаживает, сама разгоняется, оттягивается. Это очень круто. Ну и плюс, конечно, да, здесь абсолютно новая рулевая колонка с вот этими регулировками. То есть, если раньше народ жаловался, что невозможно сесть с так называемой сканиевской, да, или вольвовской посадкой, то теперь, пожалуйста, вы можете баранку себе вот так вот положить. В этом плане все здорово. Что, наверное, меня здесь разочаровала мультимедиа-система. Она здесь очень бедная, она здесь очень печальная. Мультимедиа-система на основе операционной системы Android. Очень скудный набор каких-то регулировок. Да, необходимый минимум какой-то есть. Вот, допустим, навигация, подключение телефона по Bluetooth. Но музыку по Bluetooth подключить нельзя. Музыку можно прослушивать только с AUX разъема, который находится у нас вот здесь. Сейчас свет включу. AUX разъем у нас находится здесь. И здесь же единственный обычный стандартный разъем USB. Ну, а в остальном очень интересные ребята, французы. Они впереди планеты всей решили установить разъемы Type-C. Напомню, это новый разъем. Он, скажем так, более скоростной. Он позволяет передавать больший ампераж, то есть быстрее заряжать устройство. Значит, здесь две розетки Type-C, на спальнике две розетки Type-C. Но прикол в том, что Type-C только-только набирает популярность. То есть, если вы сейчас покупаете какой-нибудь китайский телефон, ну, имеется не китайский, а телефон на андроиде, сейчас практически на всех уже идет Type-C, но тот разъем, который вставляется в блок питания, он идет, как правило, USB. И мало у кого есть провода Type-C, Type-C. Да, Type-C это будет унифицированный разъем, к нему как бы приходят все производители, но это наступит не сразу. И сейчас этих разъемов, этих проводов с зарядками практически ни у кого нет. Постоянно забываю карты тахографа в тестовых машинах. Потом мне то DHL отправляют, то потом либо куда-то приходится приезжать и забирать. Вот он, смотрите, какой я красавчик. Давайте данные все закроем. Смотрите, какая морда лица. О, красавец-мужчина. Итак, значит, мы сейчас находимся на территории дилерского центра в Белых Столбах, ну, это рядом с Домодедово. Значит, расход топлива. Сейчас мы посмотрим, сколько в итоге мы сожгли. Кстати, вот эта кнопочка старт-стоп. Теперь у нас нет привычного замка зажигания. У нас ключи. Мы его держим в кармане, просто открываем и закрываем. Ключик можно даже не вынимать, он у вас здесь лежит. И запускать двигатель можно с кнопкой старт-стоп. Если мы нажмем педаль тормоза и нажмем коротким нажатием эту кнопку, соответственно, у нас двигатель запустится. Чтобы не нажимая педали тормоза, если, например, вы на спальнике лежите или сидите на пассажирском сидении, чтобы вам завести двигатель, не вставая с места, нужно эту кнопочку подержать 3 секунды. Ну, давайте сейчас покажу.
Все, пожалуйста, я не нажимал педаль тормоза, двигатель у нас запустился. Итак, по расходу топлива сейчас можно посмотреть. Показывает 27,1 литра на 100 километров. Еще раз кратко по маршруту. Это у нас кусочек пробега под Скаду. Далее мы по трассе М7 едем до Лакинска. Это практически до Владимира. И обратно. Ну, соответственно, небольшие пробочки, небольшие затыки. Топливо я не экономил. Ехал просто вот как на легковой машине в свое удовольствие. То есть не заморачивался там с накатом. Не, ну, конечно, ездил с накатом, но не так, чтобы специально пытался экономить топливо. Ну, конечно, мы сюда приехали, расход был 26,8. Но, опять же, здесь крутились. Плюс на холостых машин очень долго тарабанило. И за время съемок тоже на холостых машин несколько часов молотило. Но если при такой нагрузке, загрузка здесь достаточно лайтовая, можно спокойно привести 25 литров на 100 километров. Раньше действительно это были какие-то фантастические цифры. Сейчас 25 литров на 100 километров любой адекватный, грамотный водитель может с такой загрузкой по такой трассе привести, даже вот не напрягаясь. В общем, друзья, как-то так. И это при том у нас двигатель Евро 5. Ну ладно, друзья, я хотел сначала... Думал, сделаем следующим образом. Так как мы эти машины уже неоднократно тестировали, неоднократно я рассказывал о техническом устройстве, какие узлы, какие агрегаты здесь установлены. И я подумал, ну так как сейчас такое время настало, когда водитель становится просто водителем, то есть он управляет грузовиком, он крепит груз, он заполняет документы, безаварийно вводит и вот это вот все. В то время как водители прошлых поколений, да, наши отцы, деды, они были не только водителями, они еще и были слесарями, они еще и были... Ну, во-первых, это авантюристы, потому что раньше не было столь развитой инфраструктуры, не было такого количества сервисов, и машины, как правило, ремонтировали на коленке. Да, еще и с запчастями проблемы были. И в итоге кто как выкручивался. И в итоге это были действительно герои, и именно поэтому водители-дальнобойщики в то время... Это была мега крутая и уважаемая профессия, и профессия действительно не для каждого. Причем это вот еще было лет вот 15-20 назад, когда я еще начинал работать с водителем. Начинал я, естественно, как и все мои ровесники, люди старшего возраста, с откровенных ведер, с дров, которые приходилось ремонтировать практически ежедневно. Постоянно что-то отваливалось, постоянно что-то отрыгивало, постоянно приходилось что-то колхозить от газонов, КАМАЗов, МАЗов. Сейчас, друзья, что? Межсервисный интервал 100 тысяч километров. В Европе там 200 тысяч километров от ТО до ТО, и за это время практически ничего в машине не приходится делать. А дальше она приезжает на ТО, ей меняет масло, фильтры, и она дальше пошла еще 100-200 тысяч километров без ремонта колесить по дорогам. То есть сейчас профессия уже видоизменилась, она стала другой. Отошли от темы, я очень часто отвлекаюсь, простите меня, пожалуйста, за это. Это я столь длинное предисловие проговаривал для того, чтобы объяснить, что сейчас, наверное, на технику мы особого внимания обращать не будем, тем более здесь стоит обычный Евро 5 мотор. И больше расскажу об интерьере и об удобстве, которое дарит, или неудобстве, которое дарит кабина этого грузовика. Ну ладно, окей, только очень кратенько и очень быстренько пробежимся и освежим в памяти основные технические характеристики Renault THI, который поставляется непосредственно в нашу страну. Итак, значит, максимально возможный двигатель по-прежнему вольвовский, 13-литровый. Здесь он именуется DXi13. Максимально возможная мощность 520 лошадиных сил. Вот эта машина, на которой мы катались, 480 лошадиных сил. Сагрегатирована она безальтернативно только с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач iShift, но на Renault, опять же, она называется OptiDriver. Основные изменения здесь, конечно же, стилистические. В первую очередь это появилась возможность окрашивать вот эту букву П, вот эту арку в цвет кузова, в цвет кабины. Радар круиз-контроля, активного круиз-контроля теперь вынесен отдельно, то есть мы красим вот эту часть, вот эту планку, а радар у нас остается не окрашен. Напомню, если мы покрасим радар активного круиз-контроля, он перестанет работать, как вы понимаете. Далее, следующая наиболее заметная светодиодная оптика в России, она на модели Т безальтернативная, то есть галогенки здесь уже недоступны. Изменились углы. Если раньше здесь торчала фара, то здесь теперь
в случае легкого какого-то контакта, а на грузовиках, напомню, очень часто страдает эта часть, когда подлезают сюда легковушки, то здесь сюда в первую очередь пострадает вот этот дефлектор, а не фара. И только при более серьезном каком-то контакте пострадает фара. Ну, здесь у нас форсунки омывателя. Вы сами видели, как они эффектно работают. И хорошо, что мы, кстати, вышли на улицу, потому что я совсем вам рассказал, точнее, забыл рассказать вот об этой штуковине. Причем вот эти камеры, они будут в скором времени обязательны на всех грузовиках. На Volvo мы уже показывали эту систему, только там камера располагается в корпусе зеркала, а здесь ее вынесли вот в это место. Но здесь, честно говоря, мне кажется, она будет смущать каких-нибудь засранцев, у которых руки чешутся кому-нибудь что-нибудь навредить, оторвать, отодрать. Уж очень она бросается в глаза, вот эта камера, и шаловливым ручонкам не будет давать покоя. Надеюсь, сия беда минует будущих и настоящих владельцев машин с этой камерой, но, тем не менее, есть такие опасения. Если на Volvo она висит неприметно, она не бросается в глаза, окей, то здесь зачем-то вот эту шишку налепили вот в это место. Ну, плюс здесь, конечно же, доработали аэродинамику, благодаря чему удалось снизить там на несколько процентов расход топлива. То есть вот здесь уплотнитель сделали, но здесь в первую очередь уплотнитель, конечно же, позволяет нам оставлять ступеньки сухими. Дело в том, что на тэшках есть такая проблема, на дорестайлинговых тэшках, что ступеньки активно пачкаются, туда залетает вода, залетает грязь, и обувь тех водителей, которые оставляют обувь на ступеньке, оказывается грязной и мокрой. Естественно, это никому не может нравиться. Здесь у нас появился дополнительный аэродинамический обвес снизу, потому что у грузовика очень много деталей под днищем, где завихряется воздух, а там, где воздух завихряется, это неизбежно ведет к торможению автомобиля, и поэтому вот здесь вот эти все обтекатели призваны упорядочить потоки воздуха, чтобы снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и вследствие чего уменьшить расход топлива. Напомню, в Европе сейчас активно борются за снижение выброса углекислого газа. Но здесь, конечно же, под капотом я могу открыть, но ничего новенького мы здесь не увидим. Напомню, что в России уже можно покупать машины, соответствующие экологическим нормам Евро-6. Да, пока у нас есть некоторые опасения по поводу качества топлива и насколько Евро-6 моторы будут его переваривать. Напомню, что помимо вот этих экологических примочек на Евро-6 моторе уникальная поршневая, уникальная турбина и, естественно, уникальные форсунки. Дело в том, что Евро-6 вольвовский мотор несколько необычен. Там не простая система Common Rail, а система Common Rail еще и с насос-форсунками. Дело в том, что обычный насос высокого давления, который отдельным блоком выполнен на всех машинах с топливной системой Common Rail, то вольвовцы его заменили на насос-форсунки, но необычные. То есть у нас получается в двигателе 3 обычных Common Rail'овских форсунки и 3 насос-форсунки. Не запутайтесь. То есть вот эти 3 форсунки работают и на себя, и на общую топливную рампу, которая питает все форсунки. Когда мы будем тестить машину с таким мотором, обязательно опрокинем кабину, обязательно посмотрим, как это все выглядит, как это устроено. Короче, опять я углубляюсь в эти подробности. Нам они сейчас ни к чему, тем более подробнее по технике об этих машинах мы уже рассказывали в предыдущих обзорах Renault T. А теперь возвращаемся в кабину. Итак, начнем с того, что здесь изменилось. Изменились здесь кресла. Кресла, в принципе, и прошлые были вполне себе отличные, ну а сейчас они еще и выглядят обалденно. Здесь, я так понимаю, кожзам, потому что на кожу это не очень похоже. Но я не эксперт, конечно, в скорняжном искусстве. По-моему, это просто кожзам. Здесь у нас тряпичная вставочка. Решение, на мой взгляд, отличное, потому что кожа и дермантин — это не айс в жаркую погоду, когда у тебя спина прилипает, ну его нафиг, очень неудобно. Хотя, вот если посмотреть на климат, он довольно-таки такой невзрачненький. Вот блок управления, да, кстати, автономка не... вот почему автономка не работает. У нас низкий уровень топлива. Дело в том,
что на многих машинах топливозаборник для автономки, который установлен в общий топливный бак, он находится выше, чем топливозаборник для двигателя. Это сделано для того, чтобы автономка не высосала до конца топлива, чтобы машина не обездвижилась, чтобы на работу мотора оставалось дизельное топливо, чтобы машина могла доехать до заправки. Решение грамотное, но в данном случае мы сейчас слишком уж осушили бак, и поэтому автономка не запускается, а на улице на самом деле не май месяц, достаточно прохладно. Поэтому давайте в ритме вальса мы все это и с вами рассмотрим. Значит, здесь, чтобы закончить, да, что еще поменялось в этой машине, появилась вот такая полочка. Полочка очень неудачная по своей конструкции с точки зрения того, как она открывается. Вот здесь у нас есть защелка, она совершенно не очевидная, то есть никаких пиктограмм, никаких подсказок для водителя нет, как открывать. И многие действительно пытаются вот так вот ее тащить, дергать, чтобы открыть. Но она открывается следующим образом. Вот так сжимаем, сильно причем сжимаем вот эту рукоятку, и у нас выдвигается вот этот ящичек. За исключением недоработки с механизмом открывания, здесь все супер. Бархоточка, чтобы ничего здесь не гремело, и плюс вот такой отсек на резинке для бумаг формата А4. Штука очень удобная, то есть у вас нужные документы всегда под рукой, всегда они здесь. Далее, про подстаканник я в самом начале, вчера, когда отправлялись в путь, говорил. Сделан он, ну, не очень удобно, но расположен грамотно. То есть он не где-то здесь, чтобы ненароком водитель не залил кнопки, а вот в такой достаточно безопасной зоне. Ну, может быть, у меня просто стакан не совсем стандартный, но с другой стороны, все-таки нужно учитывать и чуть большего размера стаканчики, чем нежели вот самые маленькие такие обычные. Ну, вот недостаток. Причем подстаканник только один, больше я не нашел. Ну да, есть здесь лоточек пенопластовый в ногах, это мы вернемся к этому позже. Есть пенопластовый лоточек, здесь есть подстаканник, но тоже под маленькие стаканчики, то есть диаметр там прям как у гулечки. Вот, значит, смотрите, есть такая штука интересная, лайфхак, как можно хоть чуть-чуть кастомизировать Renault T под себя. Немногие об этом знают. Те, кто работает на Renault T, друзья, записывайте, смотрите. Значит, что можно сделать? Вот здесь такие выступы имеются. Мы их можем вот так подтянуть. И блок вот этих клавиш мы можем вытащить. Мы можем этот блок... Сейчас, секундочку. Мы эти блоки можем вытащить и поменять их местами. Но и кроме того, кнопки здесь тоже легко переставляются. Вот здесь есть язычки, которые можно нажать, вытащить кнопку, и мы можем кнопки менять местами. То есть кастомизировать расположение клавиш на свое усмотрение, кому как нравится. И у вас машина будет хоть чуть-чуть, но отличаться от машин ваших коллег. На самом деле, ну, по сути, бестолковая, конечно, вот эта штука, но французы почему-то вот сделали ее, ну пусть будет. Окей. Блок управления светом. Свет здесь тоже уже показывали, вольвовская система, то есть у нас на потолке светодиодные светильники, на гибкой ножке светильники. Значит, вот здесь фоновая подсветка, можно включить ночную подсветку, которая над вот этими ящиками загорается красным. Сделано все классно, светит суперски, в машине очень светло. Также есть точечные светильники, которые также неплохо освещают. Если уж мы заговорили про фоновую подсветку и, собственно, про ящики, которые находятся под этой фоновой подсветкой. Значит, ящики просторные, есть бархоточка. Еще один ящик, маленький сейф с ключиками. Здесь еще может быть, я так понимаю, опциональное зеркало для того, чтобы причесаться, побриться. Закрываем еще один ящик. Здесь тоже у нас всякая барахлишка лежит. Документы, жилетка, естественно, подсветка. Все здесь есть. И вот такая полочка тоже, она имеет противоскользящий коврик и вот такую сетку. Значит, по поводу пластика, используемого в интерьере. Пластик здесь на вид жесткий.
громкий, но ничего не поделаешь. Все-таки понимаю прекрасно, что Volvo Trucks купила Renault Trucks, и им нужно эти марки разнести, учитывая, что конструктивно эти машины довольно близки, хоть, да, многие думают, что это то же самое, что и Volvo, только с другой эмблемой, на самом деле нет. Они все-таки отличаются, хотя имеют большое количество общих узлов и агрегатов. И здесь сознательно разнесены, то есть Renault это такая побюджетнее марка, а Volvo это лакшери и премиум. Ну, маркетинг — это бизнес, соответственно, не будем здесь ничего другого добавлять. Так, теперь сложим спинку этого сиденья, причем с таким рычажком внешним. Складывание спинки сиденья обладает только пассажирское сиденье. У водительского этого нет. Чуть позже мы коснемся этого вопроса. Меня несколько поразило и удивило. Значит, здесь есть кармашек. На грузовиках я такое встречаю впервые. Ну, на тяжелых грузовиках, чтобы, как в легковушках, за передними сиденьями, на спинках был кармашек. Прикольная штука, я думаю, не все о нем знают, о наличии. Смотрите-ка, да? Оно не только складывается с сиденья, но еще и отъезжает вперед. Прикольно. Итак, но об этой штуке я еще никогда не рассказывал. Я, собственно, ее никогда и не пробовал. Вот это гамак. В режиме онлайн практически я этот гамак закреплю. Мне очень интересно, как он работает. Итак, значит, вот так вот мы его раскладываем. И теперь нужно на него присесть. Мы своей пятой точкой давим на него. А слушайте-ка, а удобно. Прям удобно. Прям классно. Смотрите-ка. Ха. Да ну нафиг. Когда я первый раз увидел вообще эту штуку на фотографиях в пресс-релизе, я думаю, что за баловство, что за детский сад, чего там придумали? Удобно. Это реально удобно. Это вот у меня Iveco салон трансформер. Если сделать такой гамак, потому что у меня там спинок нет, когда разложен столик, и вот с таким гамаком был бы прям супер. То есть у вас место какая-то отдельно отформованная сидушка не занимает, не сидушка, а спинка. Очень круто сделано. Французы, лайк, просто лайк за это. Прикольная штука. Ух, так, дальше. Матрасик, маленький матрасик поверх основного. Смотрите, значит, та машина, которую мы катали в Сочи, это, кстати, другая машина, еще раз напомню, там был новый обновленный матрас Serenité, так называемый. Почему его поменяли? Как отписывались многие водители, кто работает на реношках, на тэшках, вот этот матрас старого образца, который у нас выдвигается. Смотрите, вот внимательно вот за этой складочкой. Так, это у нас сейчас выдвинуто. Вот так он задвинут. Спальник. И вот благодаря такому решению, по-моему, на 10 сантиметров спальничек у нас становится шире. Так вот, из-за того, что здесь очень хитрая конфигурация вот этого материала, поролон какой-то там, да, он отформован таким образом и так сделан, что в этой части ломается вот этот поролон и уплотнитель. Не знаю, на этих машинах доработали или нет, исправили эту проблему или нет, но на новом спальнике Serenité мы не поспали. Здесь я сегодня спал. И матрас, в принципе, хотя я спал еще вот на двух матрасах, получается, я не проснулся с больной спиной. Это уже круто, это говорит о том, что здесь достаточно удобно. Но смотрите, друзья, что произошло. Renault решили за нас известный спор. Разрешили, положили конец извечному холивару, в какую сторону головой спать водителю. Я сплю головой в сторону дороги, с водительской стороны. Объясню почему. Дело в том, что раньше такого количества стоянок не было, и чаще всего спать, останавливаться приходилось на обочинах. Обочины у нас, как правило, сделаны уклоном в пассажирскую сторону, чтобы вода на дороге не задерживалась, чтобы она стекала. И, естественно, если вы, остановившись спать на обочине, ложились головой в пассажирскую сторону, то кровь у вас от ног приливала к голове. Естественно, это как минимум некомфортно. Поэтому спать так, решительно невозможно.
Поэтому я, собственно, как и мой отец, как и практически все дальнобойщики того времени, они спали головой с водительской стороны. Рено сказали, что вы больше делать так не будете, по крайней мере, в этой машине точно. Я объясню почему. И дело даже не вот в этом магнитном пульте, который расположился с этой стороны. Да, здесь, кстати, есть 12-вольтовая розетка, розетки Type-C, о которых мы говорили. И даже дело не вот в этом пультике, на который ты часто, задевая во сне, он с магнита соскакивает, и водители, собственно, на нем лежат, валяются, открывают окна, например, включают музыку, включают свет. В общем, решение не очень удачное, и при этом с ним ничего не сделали, его не доработали. Поэтому пульт по-прежнему, как он падал, когда человек спал, во сне случайно задевая его, так он, собственно, я так понимаю, и будет падать. Здесь у нас есть полочка. Далее, на второй полке, да, кстати, давайте я вам сейчас расскажу про эту полку. Оказывается, не все водители знают. Друзья, читайте инструкции. В каждой машине есть Библия. Там написано, что делать. Смотрите, спальник здесь непростой. Этот спальник можно трансформировать в полку. Каким образом? Смотрите, вот так мы опускаем, обычная спальная полка. Но вот здесь есть вот такой грибочек, который вы можете потянуть. Далее оттягиваете вот эту часть на себя. Да, это делается не с первого раза, не у всех получается. Иногда это закусывает вот эту часть. Она плохо ездит, но затем разрабатывается и уже нормально функционирует. Теперь, то есть спальник вы как бы ломаете пополам. И посмотрите, что у вас получается. Благодаря такому решению у вас получается полка, на которой у вас лежат вещи. А большинство водителей, дальнобойщиков работают по одному. И верхняя спальная полка, как правило, используется для вещей. И вот в данном случае с полки вещи, соответственно, не валятся вперед. На обычных грузовиках без такого решения приходилось делать что? Вот такие сеточки нужно было натягивать, их нужно было потом убирать, либо спальник складывать в промежуточное вот такое положение и с этим мириться. Но в Рено вот поступили таким образом. То есть у нас и отбортовка появилась, и спальник не выпирает в кабину, не мешает по передвижению. Как вы понимаете, в Европе ограничения по длине автопоезда, и кабины у грузовиков очень маленькие, поэтому каждый кубический дециметр пространства здесь просто на вес золота. Ну, а что касается таких штук, как удобство для того человека, который спит на втором этаже, на мансарде, это отсутствие каких-либо удобств, за исключением вот этих сеточек. Все здесь. Ни розеточек вам, ни каких-то дополнительных фонариков, ничего. Поэтому спим снизу. Ладно, поднимаем полку. Полку можно сложить полностью, прислонив к задней стенке. Вот здесь такой запорчик. Так, сейчас у нас пришлось прервать съемку, кончилась флешка, и вот я сейчас из рюкзака доставал флешечку новую, и давайте уж, если я открыл вот это подземелье, подспальничное пространство, расскажем, какие вещевые отсеки есть под ним. Вот этот ящик, к нему доступа нет, только снаружи. Здесь у нас находится домкрат, буксировочная проушина, ну, в общем, вот этот весь инструмент, железяки, также здесь лежит знак аварийной остановки. Ну, здесь просто отсек. Значит, дальше. Дальше у нас идет холодильник. Давайте вот так я вам покажу. Вот так выдвигается холодос. И сразу мы благодаря откинутому спальнику, можем здесь все-таки оценить пространство. Значит, у нас открывается одна секция. Здесь отформованы места под маленькие бутылки 0,5 литра. Дальше можно открыть вот так, но только при откинутом спальнике у нас получается вот так раскрыть крышку холодильника. Как видите, холодильник здесь достаточно объемный. Холодильник, естественно, настоящий, компрессорный. Ну и вот здесь у нас за водительским сиденьем большой рундук, доступ в который у нас осуществляется либо из салона, прямо отсюда, либо снаружи. Почему в обновленном Renault T невозможно спать головой в сторону водителя? Показываю.
откидываем спинку сиденья. Как вы видите, здесь не предусмотрено вот этого маленького рычажка. Внимание на этот дефлектор. Этот дефлектор не что иное, а как одно из сопел автономки. Здесь автономка по-прежнему сухая, как и на старых нормальных грузовиках, то есть она не интегрирована в общую систему охлаждения. То есть здесь старая, добрая, относительно недорогая по стоимости ремонта и по расходу топлива обычная сухая автономка. У нас есть одно сопло, находящееся за сиденьем водителя снизу, одно сопло, находящееся за сиденьем пассажира снизу. Но здесь вот вопрос к качеству, да, как это сделано. Допустим, вчера я обнаружил, что она просто валяется на полу. Вот этот дефлектор. То есть, что с ним происходит? Пока сейчас автономка выключена, он такой достаточно упругий, как и должен быть. Мы его вставляем, и вот этот дефлектор отлично здесь держится. Но стоит поработать автономке хотя бы 5-10 минут, и он вываливается из отверстия. Собственно, что здесь происходило? Вот сейчас он хорошо держится, все отлично вставился. Но когда работает автономка, он вываливается. Так вот, что вчера произошло вечером? Я лег спать, ложусь и не понимаю, почему мне дует жаркий воздух. Я сначала предположил, что воздух дует отсюда. Значит, я сюда положил какие-то вещи, и все равно дует. Я не понимаю, что происходит. Потом только до меня дошло, что отсюда идет жаркий воздух. То есть в данном случае французы решили, что водитель спит головой с пассажирской стороны, а здесь у него ноги. И чтобы ноженьки бедного водителя не мерзли, они сделали ему дополнительный дефлектор. Офигенское решение, друзья, суперское решение. Но почему его сделали только с этой стороны? Почему нельзя было его дополнить и с той стороны? А если его сделали, почему нельзя поставить заслонку, которая позволяла бы закрывать этот дефлектор, чтобы он не дул? Поэтому вот на данный момент из-за такого решения можно сказать, что Renault поставили точку в этом споре. По крайней мере, они со своей стороны решили, что в их грузовиках водитель должен спать головой с пассажирской стороны. Ну, может быть. Что касается автономки, я бы здесь, наверное, еще доработал вот эти дефлекторы, которые сейчас вылетают снизу, чтобы они были по типу как сопла системы вентиляции в шляпных полках, на лазах, на икарусах. Вы помните, вот такой шар, он вращался и направление потоков воздуха менял. Здесь можно было бы установить точно такую же штуку, чтобы можно было регулировать направление потока. Например, вот при данном решении пол холодный, утром пол холодный. Если бы этим шаром можно было направить поток воздуха на пол, у нас утром ты просыпаешься и ноги ставишь на теплый пол. Это прям было бы очень круто. Ну, а в данном случае, друзья, вот такое решение. Еще раз подивлюсь ему. И что интересно, вот видите, вот сейчас был полноценный тест-драйв. Да, мы проехали всего 400 километров, но при этом даже вот такой небольшой тест-драйв, который у нас занял чуть больше суток вместе с оформлением документов и бумаг, и сразу сколько подробностей, интересных деталей об этой машине сразу выявилось. Поэтому, друзья, обычные тест-драйвы, которые мы снимаем, просто приехал, быстренько так немножечко покатался на Дмитровском полигоне, или когда в Европе организуют тест-драйв, ну, по крайней мере, до коронавируса организовывали, там просто не было возможности эти машины вот досконально изучить. И даже сейчас, да, понятно, что я еще бы, если поработал на этой машине хотя бы недельку, как уже говорил, то всплыли бы еще какие-то подробности. Но, например, обо всех деталях невозможно рассказать в таком коротком ролике. Да, можно было бы поговорить, например, про держатель для телефона. Решение может быть не до конца продуманное, может быть не совсем удачное, но оно есть, оно функционально. И на данный момент из всех производителей грузовиков стран Европы это самое лучшее на данный момент решение. Пусть и не идеальное, но на данный момент самое лучшее. Да, с USB-розетками тут какой-то косяк вышел. Ребят, пишите в комментариях, для чего нужны эти крючки. Одежду сюда повесить невозможно. Даже вот у меня здесь вот широченная лямочка такая, шлевка, или как она там правильно называется, петелька.
на куртке у меня много одежды с собой было, и никакая петелька вот сюда не налезает. Для чего это сделано? Вот здесь сделана петля. То есть, чтобы повесить в этой машине куртку, а здесь невозможно повесить куртку, ты ее бросаешь на спальник. Все. Либо на этот спальник, либо на верхний спальник. Казалось бы, какая-то маленькая деталь. Машина выпускается не первый год. То есть, да, вопросы возникают. Возникают вопросы, как уже говорил, по этому пульту. Вот видите, я вот чуть дотронулся, и он уже слетел. То есть, либо ставить магнит помощнее, либо располагать провод с другой стороны, либо пульт пересматривать в какую-то другую сторону, его переставлять. Нужно что-то с этим делать, потому что вот эти работы над ошибками не проведены. То же самое, что и не проведена работа над ошибками, в частности, когда отражается панель прибора в зеркале. Как я уже сказал, это напрямую влияет на безопасность, друзья. То есть, если можно пережить отсутствие нормальных человеческих крючков для одежды, можно пережить вот этот падающий пульт, но когда в зеркале, в рабочей зоне основного зеркала ночью отражается панель приборов, из-за которой ты не видишь, что у тебя происходит сзади, это опасно. Это просто опасно. И почему ничего не придумано, как решить эту проблему, у меня просто, не знаю, я развожу руками. Что касается в целом машины, вы, все прекрасно знаете, кто давно подписан на канал, что я неровно дышу к Рено. У меня и пузатерка тоже Реношка, и мой любимый грузовик — это Рено Магнум. Рено Т мне нравится, как она выглядит. Да, сначала, конечно, у меня было полное неприятие этого автомобиля, потому что, что вы нам дали взамен Магнума? Это не то. Это даже ни в какое сравнение с Магнумом не идет. Но постепенно, конечно же, обиды прошли, все это забылось. И, конечно, хочется, чтобы машина не переставала эволюционировать. Эта модель, обновление этой модели идет под знаком эволюции. Даже название на передке у нас написано Evolution. Но почему не произошло Evolution вот в этих мелочах? Которые очень важны в повседневной работе водителя-дальнобойщика. В общем, как-то так, друзья. Надеюсь, вам понравился видос. Обязательно ставьте палец вверх или палец вниз, в зависимости от того, понравилось вам видео или не понравилось. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение об этой машине. Или, может быть, у вас есть опыт эксплуатации прошлого поколения. Или, может быть, вы уже получили и работаете машины обновленные. Делитесь своим опытом, друзья. Пусть канал Trax TV приносит пользу тем, кто собирается купить или работать на этой машине. На этом, я полагаю, все. Спасибо вам большое за просмотр. Еще раз дизлайк, отписка. А пока всем